Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена селективному восстановлению металлов из растворов при обработке вот такого интересного материала, представляющего из себя не что иное, как срезку контактов с различных типов реле. Из интересных металлов здесь присутствуют серебро, платина, палладий и золото. А из примесей никель, медь и, скорее всего, железо. Материал попал ко мне на переработку уже именно в таком виде, и, поверьте на слово, разделить его на золото, серебро, платину и палладий даже при помощи пинцета и лупы не представляется возможным. Дополнительным геморроем является то, что палладий здесь, скорее всего, представлен в виде двух сплавов, а именно сплавом с серебром и сплавом с золотом. И разделить эти металлы, используя селективные кислоты, также не представляется возможным. И так как мы не ищем легких путей, то обрабатывать материал будем скопом, призвав на помощь некоторые знания по химии, а также оборудование лаборатории. Стартовый вес материала 46 грамм. По плану переработки. Так как на материале в значимых количествах я не обнаружил следов олова, то этап с растворителем припоя мы сегодня пропустим. И, следовательно, первым номером нашей программы будет растворение в азотной кислоте всего того, что может в ней раствориться. В раствор из ненужного должны будут перейти медь, никель, железо, а из полезного серебро и палладий. Палладий же, находящийся в сплаве с золотом, в раствор не перейдет. На втором этапе обработаем оставшийся материал царской водкой. И на выходе получим раствор с содержанием платины, палладия и золота. На следующем этапе из получившегося раствора выделим платину в виде хлорплатината аммония при помощи хлористого аммония. В дальнейшем платину из хлорплатината аммония восстановим до металлического состояния при помощи муравьиной кислоты. А оставшийся после фильтрации хлорплатината аммония раствор пронитруем при помощи нитрита натрия. При этом золото, находящееся в растворе, должно будет выпасть в виде чистого осадка, а палладий, находящийся в нем, перейти в нитритный комплекс. Палладий же из нитритного комплекса будем добывать при помощи формилята натрия. Ну и в конце, не забывая про первый раствор, после обработки материала азотной кислотой достанем из него в виде хлорида серебро при помощи соляной кислоты и палладий при помощи диметилдиоксима. План накидали. Приступаем. Перед работой с любыми химическими реактивами не лишним будет напомнить, что использование масок, перчаток, полнолицевых противогазов, а также презервативов и прочих средств контрацепции строго обязательно. Материал перемещен в литровый стакан и покрыт 100 мл дистиллированной воды. Начинаем понемногу приливать к нему азотную кислоту. И ждем, пока все ненужные металлы вместе с серебром и палладием растворятся. Спустя 20 минут все, что хотело раствориться в азотной кислоте, растворилось. Вот такое количество осадка получилось. В основном здесь золото, но, судя по звуку, также присутствуют контакты из платины. Раствор после растворения отправляется на фильтрацию и последующее выделение хлорида серебра. А оставшийся материал вместе с фильтром после фильтрации пойдет на растворение в царской водке. Спустя 15 минут раствор отфильтрован, фильтр помещен к основному материалу. Также в фильтрат я добавил
соляной кислоты. Вот такое количество хлорида серебра выпало. Этот раствор отправляется на повторную фильтрацию для отделения от раствора хлорида серебра. Напомню, что в этом растворе у нас, возможно, содержится нитрат палладия. Фильтровать раствор и промывать осадок буду за кадром. А остаток основного материала сейчас будем обрабатывать царской водкой. Так как в материале содержится платина, то готовить царскую водку будем не по классическому рецепту, а по немного другому. К одной части азотной кислоты будем прибавлять 5 частей соляной. Для этого в мерник прольем 20 мл азотной кислоты. И 100 мл соляной. До 120. И прильем половину приготовленной царской водки. Растворение займет несколько часов. И в процессе растворения царскую водку будем доливать. Включаем подогрев на мешалке и ждем растворения. Спустя 15 минут после начала растворения по цвету раствора можно увидеть, что в нем однозначно присутствует палладий. И, как и предполагалось, этот палладий находится в виде белого золота, то есть сплава палладия с золотом. И это не давало ему раствориться при первоначальном растворении в азотной кислоте. Раствор отправляется в вытяжной шкаф. С ним встретимся уже после окончательного растворения всех металлов. А пока займемся извлечением из хлорида серебра первого из драгоценных металлов, а именно серебра. Я отмыл хлорид серебра, насколько это было вообще возможно, и восстанавливать его из хлорида до металлического состояния будем при помощи насыщенного раствора гидрозингидрата, разбавленного 1 к 1 с дистиллированной водой. Раствор нагрелся до температуры приблизительно 80 градусов и начинаем прикапывать восстановитель. Ждем окончания восстановления. Спустя пару минут восстановление закончено. Вот такое количество серебра получилось. Достаточно приличное. Напомню, что исходный вес материала составлял 46 граммов. Серебро отправляется на чистку и сушку. А мы пока займемся раствором, в котором предположительно содержится нитрат палладия. Судя по его цвету, космического выхода по палладию здесь ожидать не приходится, поэтому я развел приблизительно пару грамм диметилглиоксима в 5% растворе гидроксида натрия. И при его приливании к раствору нитрата палладия мы должны получить диметилглиоксимат палладия в виде желтой взвеси. Приливаем диметилглиоксим.
Ничего желтого я здесь пока не наблюдаю. В любом случае дадим осадку отстояться. Дальше будем смотреть на его цвет. Ну и вернемся в лабу уже часов через 8-10, когда растворятся золото, палладий и платина, находящиеся в основном материале. Дольше всех растворяться будет именно платина. Для вас прошла пара секунд, для меня около 40 часов, и это именно то время, которое понадобилось для полного растворения платины в материале. В процессе приходилось добавлять царскую водку, поэтому теперь общий объем раствора составляет приблизительно 800 мл. Напомню, что сейчас в этом растворе находится золото, а также платина и палладий в виде хлороводородных кислот этих трех металлов. На первый взгляд, самым разумным было бы сначала выбить из этого раствора золото, например, при помощи железного купороса. Но исходя из своего прошлого опыта, могу сказать, что железный купорос наряду с золотом соосаждает еще и часть палладия. И поэтому первым кандидатом на выделение из этого раствора будет платина в виде хлорплатината аммония. Хлористый аммоний, который мы в дальнейшем присыпем к этому раствору, также вместе с платиной способен соосаждать еще и палладий, но при этом взаимодействуя лишь с четырехвалентной его формой. И для того, чтобы соосаждение не происходило, весь находящийся в этом растворе палладий мы переведем из четырехвалентной формы в двухвалентную. Для этого достаточно нейтрализовать избыток азотной кислоты, в присутствии которой палладий имеет четырехвалентную форму. Нейтрализовывать избыток азотной кислоты будем при помощи все той же мочевины на холодную. Для этого присыпем некоторое ее количество до окончания выделения газов. Нейтрализацию избытка азотной кислоты желательно проводить перед фильтрацией первичного раствора. С азотной кислотой закончили. И раствор отправляется на фильтрацию. Ну а пока за кадром раствор будет фильтроваться, мы займемся осадком диметилдиоксимата палладия, полученного из нитрата палладия при первичном растворении материала в азотной кислоте. Нам необходимо разложить диметилдиоксимат палладия до хлороводородной кислоты палладия при помощи обработки царской водкой. Диметилдиоксимат палладия разложился до царско-водочного комплекса, и раствор с ним отправляется на фильтрацию. С ним мы встретимся уже при переочистке палладия, осажденного вот из этого профильтрованного раствора. А из него сейчас попробуем извлечь платину в виде хлорплатината аммония с использованием хлористого аммония. Здесь у меня его навеска 45 грамм, которая позволит извлечь из этого раствора около 10 граммов платины при условии избыточности реактива, а также обеспечит концентрацию остаточного хлористого аммония в растворе в районе 20 грамм на литр, что в свою очередь является необходимым условием для более полного извлечения платины из этого раствора. Присыпаем реактив. Видно изменение цвета. Это начали образовываться кристаллы хлорплатината аммония. Ждем, пока процесс завершится.
Выделение из раствора хлорплатината аммония закончилось. Вот такое количество осадка получилось. И, судя по его цвету, возможно, что теория разошлась с практикой. И мы вместе с хлорплатинатом аммония сосадили и палладий в виде хлорпалладата аммония. Но также возможно, что на этапе формирования кристаллов хлорплатината аммония произошел механический захват раствора, содержащего палладий. Отсюда такой цвет. Ну и об окклюзии также не будем забывать. В любом случае, правду мы узнаем после фильтрации раствора и промывки осадка. Осадок будем промывать 5% раствором все того же хлористого аммония. Ну и если на выходе после всех манипуляций мы получим осадок хлорплатината аммония вот такого желтого цвета, это будет означать, что наш химический фокус удался, и мы не сосадили вместе с платиной еще и палладий в виде хлорпалладата аммония. Вот так выглядит осадок хлорплатината аммония, высаженный из чистого царско-водочного комплекса платины. Ну а пока отфильтруем раствор и промоем осадок. Осадок хлорплатината аммония уловлен на фильтре, перемещен в стакан объемом 1000 мл и разбавлен дистиллированной водой. И, судя по цвету, в нем действительно присутствует палладий, либо в виде хлорпалладата аммония, либо в виде его царско-водочного комплекса. Этим осадком займемся чуть позже. А сейчас займемся нитрованием оставшегося после фильтрации раствора комплекса палладия и одновременным выделением металлического золота. Нитровать будем при помощи нитрита натрия. И на выходе мы должны получить нитритный комплекс палладия и золото, выпавшее в виде золотого песка. В худшем случае выпавшее в виде коллоида. При этом я буду использовать высокую посуду, предотвращающую выбегание раствора, так как реакция нитрования обещает быть бурной. Раствор подогрет до температуры приблизительно 60 градусов. Приступим. Спустя 20 минут нитрование царско-водочного комплекса палладия закончено. Вместе с ним закончено восстановление из этого раствора золота до металлического состояния. Сейчас мы дадим ему немного отстояться и посмотрим, присутствует ли на дне золотой песок. Для этого сольем верхушку раствора. Осадок перенесем в посуду меньшего размера.
Вот такое количество золотого песка получилось. Кажется, что его немного, но на самом деле он очень плотный. Думаю, что количество будет достаточно приличное. Осадок отправляется на чистку и сушку, а мы пока продолжим заниматься нитритным комплексом палладия. Так как нитритный комплекс палладия в этом растворе, судя по цвету, загрязнен солями никеля и, возможно, меди, то оптимальным способом извлечения палладия из него будет перевод этого раствора в щелочную среду при помощи 25% раствора аммиака. При этом должен наступить ступенчатый гидролиз всех металлов, кроме меди и самого палладия, который на этот раз перейдет уже в аммиачный комплекс. После этого выпавшие в виде нерастворимых осадков гидроксида металлов можно будет отфильтровать. А из оставшегося после фильтрации раствора извлечь палладий в виде дихлордиамин палладия или палладозамина. Таким образом, при таком способе извлечения металла мы убьем сразу двух зайцев. Во-первых, извлечем палладий, а во-вторых, одновременно почистим его от примесей паразитных металлов. Сейчас за кадром я профильтрую этот раствор, чтобы уловить частички золота, которые, возможно, в нем находятся, и после этого вернемся в студию. После фильтрации всех растворов имеем следующую диспозицию. Раствор нитритного комплекса палладия, царсководочный раствор того же палладия и разбавленный водой осадок хлорплатината аммония. Напомню, что царсководочный раствор палладия у нас образовался после разложения диметилгликсимата палладия, который мы выделили из раствора после первичной обработки материала азотной кислотой. И чтобы не плодить сущности и обрабатывать палладий в одной посуде и за один раз, я прилью царсководочный раствор палладия в нитритный комплекс. Ничего страшного при этом не произойдет, так как извлекать палладий из этого раствора мы будем через аммиачный комплекс. И так как у нас есть подозрение, что хлорплатинат аммония потянул за собой часть палладия, то самым разумным будет сначала осадить платину из хлорплатината аммония, а оставшийся в растворе палладий прилить к общему раствору палладия. Существует несколько способов восстановления платины до металлического состояния из хлорплатината аммония. Первый из них термический. При температуре около 800 градусов хлорплатинат аммония разлагается до платиновой губки. Также существует пара химических, самым популярным из которых является восстановление платины из хлорплатината аммония при помощи муравьиной кислоты. Мы же сегодня задействуем второй метод, а именно восстановление платины до металлического состояния из хлорплатината аммония при помощи любимого нами гидрозин-гидрата. Сейчас я подогрею раствор с хлорплатинатом аммония до температуры приблизительно 70 градусов и после этого приступим к восстановлению. Раствор нагрелся, начинаем прикапывать восстановитель. Восстановление не будет таким уж красивым и, скорее всего, будет сопряжено с появлением черных пятен платины на стенках стакана.
Восстановление платины закончено. Вот такое достаточно приличное количество осадка получилось. И, как правило, этот осадок достаточно тяжелый. Также по цвету раствора видно, что в нем отсутствует палладий. Возможно, он восстановился также до металлического состояния гидрозингидратом. Поэтому сейчас я солью верхушку раствора, а осадок обработаю азотной кислотой. И, соответственно, палладий перейдет в раствор, а платина останется в осадке. Я обработал осадок платины азотной кислотой, при этом наблюдалось выделение некоторого количества диоксида азота. После этого дал раствор отстояться, и вот такой цвет он имеет. Не знаю, как вы, но я признаков палладия здесь не наблюдаю. Поэтому осадок отправляется на промывку и просушку, а мы займемся раствором палладия. И первым номером нашей программы будет перевод этого раствора из кислотной среды в щелочную для образования аммиачного комплекса палладия. Будем это делать при помощи 25% раствора аммиака. До изменения цвета. Цвет изменился. Теперь померим pH раствора. Раствор ушел в щелочную среду. Прибавлять аммиак достаточно. Теперь покрутим этот раствор на магнитной мешалке минут 10 для окончательного образования аммиачного комплекса палладия. И после этого раствор отправляется на фильтрацию. Раствор аммиачного комплекса палладия отфильтрован и готов к выделению из него дихлордиамин палладия или палладозамина. Необходимым условием для его выделения является соблюдение температурного режима, а именно поддержание температуры раствора на уровне не выше 22 градусов. В противном случае палладозамин либо вовсе не выделится, либо, выделившись, растворится обратно в растворе. Для получения палладозамина раствор необходимо раскислить. Раскислять будем при помощи соляной кислоты. На первом этапе раскислим раствор до небольшого изменения цвета. После этого его остудим, так как реакция является экзотермической, то есть с выделением тепла. И на втором этапе прольем еще некоторое количество соляной кислоты до выделения палладозамина. Начинаем приливать.
Произошло изменение цвета. pH раствора все еще щелочной, но уже близок к нейтральному. И несем раствор на охлаждение. Так как температура за бортом сейчас в районе 6 градусов, в регионе, где я живу, то охлаждать раствор будем там. Спустя приблизительно час раствор охладился до температуры 16 градусов и слегка позеленел. И теперь он готов к продолжению получения палладозамина. Включаем магнитную мешалку и возобновляем приливание соляной кислоты. Ее понадобится совсем чуть-чуть. И смотрим, как выпадает палладозамин. Вот, собственно, начал выпадать в виде желтой взвеси. Сейчас покрутим минут 15 этот раствор на мешалке. Дождемся, пока весь палладозамин выпадет, и после этого соберем его на фильтре. Выделение палладозамина закончено. Можно видеть сформировавшийся осадок. Его не так много, но, думаю, пару грамм палладия из него можно будет извлечь. Перед тем, как этот раствор отправится на фильтрацию, замечу, что если при первой попытке выделения палладозамина не произошло, то расстраиваться рано. Нужно всего лишь сильнее закислить этот раствор с прибавлением азотной кислоты, а после этого перевести его при помощи аммиака обратно в щелочную среду, охладить и повторить попытку выделения палладозамина. После этого стопудово все получится. А пока фильтруемся и собираем осадок. Осадок палладозамина собран на фильтре и перемещен в стакан объемом 800 мл. И также разведен дистиллированной водой. И мы приступаем к извлечению последнего из благородных металлов в сегодняшней лабораторной работе, а именно к извлечению палладия из палладозамина. Восстанавливать палладий до металлического состояния будем при помощи насыщенного раствора гидрозингидрата, разведенного 1 к 2 с дистиллированной водой. Раствор нагрет до температуры приблизительно 70 градусов. И начинаем прикапывать восстановитель. Восстановителя достаточно. Началось формирование осадка. Теперь крутим под кипением минут 5-10 и ждем окончания формирования этого осадка. Спустя 5 минут восстановление палладия до металлического состояния закончено. Также закончено формирование осадка. Вот такое количество его получилось. Этот осадок отправляется на чистку и сушку, и с ним встретимся уже на взвешивании.
Ну и долгожданная финалочка. И перед тем, как переходить к взвешиванию, напомню, что исходный вес материала составлял 46 граммов. Первым на весы отправляется серебро. Результат 3,7 грамма. Вторым по порядку извлечения взвесим золотой королек. Вес 2,84 грамма. Далее на весы отправляется третий добытый металл, а именно платина. Результат 10,31 грамма. Ну и, наконец, на весы отправляется последний из извлеченных металлов, а именно палладий. Результат 2,7 грамма. Целью сегодняшней лабораторной работы было показать способы селективного осаждения металлов из сложных растворов. И, как мне кажется, эти цели были достигнуты. Главным же вопросом остается не очень понятный цвет хлорплатината аммония, ведь в последующем видимых примесей палладия в нем мы не обнаружили. В остальном же все прошло как по нотам. В последующих видео я обязательно покажу другие способы селективного осаждения металлов из сложных растворов, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!